Всем привет и добро пожаловать на канал Garnage Life. Меня зовут Игорь, и я увлекаюсь водородными разработками. И да, друзья, сегодня у нас очень необычный выпуск. А знаете почему? Смотрите. Добро пожаловать в рубрику «Шаг новатора». Мы находимся на склонах Эльбруса. И сегодня открывает наш выпуск Альберт Исхаков, который расскажет о своей инновационной разработке. Альберт Саитович Исхаков сейчас находится на Эльбрусе и испытывает бензогенератор, довольно уникальный. И я посчитал, что было бы классно снять видеоролик и рассказать об этом. И у нас есть человек, который сегодня помогает, и он нас подробно ознакомит с этим изделием. Ну что, погнали? Рубрика «Шаг новатора». Здравствуйте. Данной разработкой является маленький генератор, отличительной особенностью которого является малый вес, а конкретно весит он 4,5 килограмма. И мою задачу и задачей нашей команды является испытание на склонах Эльбруса с целью определения его максимальной мощности на различных высотах. Более подробно о нашем проекте и о этом изделии расскажет Роман. Альберт Исхаков, как вы поняли, находится на Эльбрусе и не смог присутствовать при обзоре на данный гаджет. Но его коллега Роман нам подробно расскажет и покажет о этом необычном генераторе. Роман, приветствую! Очень рад, что появилась возможность нам, для зрителей, показать этот удивительный гаджет. Потому что, честно, Геном, если не ошибаюсь, правильно? Геном — это портативный бензогенератор, довольно маленький. И вот его видно видно сумочку или нет? Вот это бензогенератор. Практически карманный. Я, кстати, так и ролик бы назвал. Карманный бензогенератор. Откройте, покажете, расскажете? Да, с удовольствием. Уважаемые зрители, доброе время суток и вновь добро пожаловать. Это экспериментальная разработка. В общем-то, вот так выглядит это устройство. Буквально можно поднять мизинчиком. Весит оно 4,5 килограмма сухого веса. Позволите? Конечно. Ну да, прикольно. Довольно легкая штучка. И, по сути, это гаджет, который позволяет нам заряжаться. Да, все правильно. Это младшая из линейки, которая планируется к производству. Самая мощная модель будет мощностью до 3 киловатт. И также будет на 60-70% легче всех тех устройств, которые сегодня есть на рынке. Слушайте, ну, прикольно. А насколько у него бак? 0,6. То есть, получается 600 миллилитров. Да, 600 мл бензина. На полной загрузке он работает примерно час. И номинальная мощность у него, ну, тут, конечно, зависит от высоты, поскольку Альберт Саитович профессиональный альпинист, и он таскает часто очень в горы образцы вот этой вот модели для испытаний. На, скажем, уровне моря номинальная мощность 450-500 ватт у него. В зависимости от высоты, буквально сегодня были завершены испытания, на высоте 5100 метров он выдавал 150 ватт. И это первые такие беспрецедентные испытания бензогенератора на высоте, которые были проведены. Такой вопрос. Я, честно, не знал, что выдача мощности, может быть, кто-то из зрителей тоже не в курсе, высота влияет на... Да ладно, ничего Конечно. себе. Влияет очень сильно, поскольку двигатель классический внутреннего сгорания, как и от октанового числа, количество кислорода во внешнем воздухе очень значительно влияет на ту мощность, которую генератор производит. И до сегодняшнего дня эта тенденция к уменьшению мощности измерена не была. Сегодня мы такой информацией располагаем. Очень круто. Представляете, друзья, что оказывается, чем выше в залез, тем хуже работают ваши генераторы, в частности бенза. Получается, в принципе, и машины, да, ну, выходит, что так, и машины хуже ездят. Да, все верно. Во, видите, не зря смотрите.
мы с вами сделали небольшое открытие. Ну, по крайней мере, я точно, потому что я думал, что это не может значительно как-то влиять, где непосредственно происходит сгорание горючего. Оказывается, очень сильно влияет. Да, давайте рассмотрим его сначала в деталях, прежде чем включать, и узнаем, в чем геном уникален. Так вот, дорогие друзья, здесь два самых крупных основных блока. Это сам двигатель внутреннего сгорания. В данном случае это двигатель Honda GX25, топливный бак и сам блок электрогенератора. Легкость обеспечивается за счет применения в электрогенераторе постоянных магнитов вместо переменных магнитов. Далее, вот здесь у нас есть, чтобы непосредственно подключать различные устройства, наши классические крокодильчики, да. Также у нас здесь есть выход на прикуриватель. В этом конкретном экземпляре это один выход, но, скажем, предусматриваются также и варианты с несколькими выходами, чтобы можно было запитывать несколько устройств одновременно. Есть вольтметр, кнопка управления вентилятором охлаждения и кнопка управления питания. Также есть управление дроссельной заслонкой и вот здесь кнопка остановки бензодвигателя. Ну, то есть, в принципе, такая компактная, с минимальными функциями, но в этом как раз и уникальность. Максимально легкий источник энергии, и, ну, действительно, это очень удобно, чем солнечные панели. Они могут пачкаться, погода может быть нелетная, и заряжаться будет тяжко, а тут хопа, и все. Да, вот основное конкурентное преимущество перед солнечными панелями это как раз то, что этот генератор не чувствителен к погоде. Запускали в метель, запускали в минус 20, все нипочем, поэтому работает стабильно. Да, то есть прямо при минус 20 спокойно можно было заряжать телефон на морозе. Да, последнее испытание на VST-4800 была сильная метель, минус 15 или минус 20, и вот генератор завелся с первого раза на 92-м бензине. На 92-м работает. То есть это не 95-й, то есть гораздо эффективнее и дешевле, нежели. Ну, можно и 95-й, но просто испытания проводились на более, скажем, с более низким октановым числом, чтобы понять вот. Так, ну, заводим? Да, давайте, дорогие друзья. У нас тут уже есть подопытный классический телефон. Что необходимо сделать, чтобы завести генератор? Во-первых, поскольку здесь прикуриватель, необходимо подключить внешний USB разъем сюда. Также предусмотрен, если, например, необходимо развести огонь, и классический прикуриватель, он сейчас нам не потребуется. Запитывать мы сейчас будем не крокодилами, а именно через USB разъем. Включаем питание, немножечко дроссельной заслонкой поддаем газу, включаем вентилятор охлаждения, заводим генератор. Далее. Необходимо довести вольтаж до 12 вольт. С помощью дроссельной заслонки увеличиваем вольтаж. Подключаем наш USB-вход. И вуаля! Можем заряжать наше устройство. Чтобы отключить генератор, мы проделаем практически все то же самое, только в обратном порядке. Мы убираем мощность в обратную сторону в дроссельную заслонку и нажимаем на кнопку остановки работы. Кстати, по-моему, он даже, друзья, и не громко-то работает. То есть бензогенератор все-таки громкие устройства, а тут он получается довольно эффективно. Я надеюсь, что звук хорошо записался и было слышно комментарии. Но, друзья, действительно не громко работает. В принципе, если где-то там возле палочки его поставить, сну мешать явно не будет. Да, но тут я еще замечу, что телефон это достаточно, скажем, легкое устройство для зарядки одним генератором. Есть большой запас по мощности. Мы дроссельную заслонку открыли очень немного. И, в общем-то, этот генератор способен запитывать и ноутбуки, и питать рации, запитывать. Вот были уже испытания, им заряжали аккумуляторные батареи для бесплотных летательных аппаратов. Поэтому запас по мощности есть, и да, сейчас он работал относительно негромко. Прикольно, прикольно. Вот очень интересный гаджет, друзья. Контакты ребят с геномом мы обязательно оставим под видео. Это будет обязательно, в принципе, как и у всех выпусков Шаг-Новатора. Всех приветствую! Сегодня хочу вам представить наш мини-бензогенератор
и его автора Альберта Исхакова. Сейчас он расскажет о своем изобретении. Ну, начнем с того, что когда мы поднимаемся, мы хотим, чтобы у нас было груза как можно меньше. Ну вот туристы, альпинисты хотят иметь комфорт на высоте, и с этой целью многие экспедиции и одиночки поднимают наверх различные приборы, которые дают электроэнергию. Да. Ну, одним из универсальных, конечно, приборов является бензогенератор. Он нечувствителен, как солнечная батарея, к солнцу. Дальше это не аккумулятор, у которого кончится запас электричества, а налил туда бензин и получил электричество. Но, конечно, хочется его иметь как можно меньше. Вот изучение, так сказать, ну, рынка, наверное, правильнее сказать, ну, показало, что наименьший по весу бензогенератор имеет вес около 8 килограммов. Вот, поэтому захотелось задаться вопросом, а потом и попытаться решить его. Это сделать агрегат меньшего веса. Поиск интернета сейчас, вернее, изучение интернета сейчас все так делают. Привел к информации о том, что одна немецкая фирма сделала конструктор в виде электрогенератора, который она рассылает. Но к этому электрогенератору нужно было его собрать и соединить с бензиновым двигателем. И вот немцы ориентировались на самый маленький двигатель бензиновый, который называется Honda двигатель. У него индекс есть, я уж назову его, Honda GX25, двигатель общего применения. Он оказался довольно дорогой, сам набор стоит где-то в районе 500 евро, да, но плюс к нему нужно было еще купить вот этот вот двигатель хондовский, ну и, собственно, сделать саму сборку. После некоторых раздумий и отказа от всяких там удовольствий нашлись эти 500 евро, получил посылку из Германии, и стал вопрос сборки его. Ну, я сам электротехник, поэтому вот для меня сборка механической части, честно говоря, такая казалась проблемой. Поэтому я попросил своего хорошего знакомого Алексея Шкрапкина, с кем мы недавно совершили такое интересное путешествие, но я о нем сейчас говорить не буду. И Алексей собрал вот этот вот мини-бензогенератор. И вес его оказался 4,5 килограмма. Ну, есть разница, 8,5 или 8 и 4,5. Ну, вот он имеет вот примерно вот такой вот вид. И после того, как мы собрали этот агрегат, мы подумали, а почему мы не можем сделать, так сказать, импортозамещение. То есть собрать детали, ну, где? Ну, прежде всего, там, у наших друзей из Юго-Восточной Азии, ну, я прямо скажу, у китайских фирм. Мы так и сделали. Подобрали генератор, ну, заказали остальные элементы, ну, купили бензиновый двигатель, тоже хондовский, ну, и Алексей уже собрал, и это уже, в общем, наш вариант. Ну, и дальше мы собрали несколько экземпляров
ими вот информацию о них сообщили, ну, нашим друзьям, знакомым, ну и, в общем, получили одобрение. Вот. Ну и решили попробовать делать подобные генераторы. Ну и для того, и прежде всего, конечно, хотелось ответить на вопрос, а как такой генератор поведет на высоте себя. Ну, все знают, что с ростом высоты мощность бензинового двигателя падает. Но это качественно, а насколько она падает? Вот. И вот это вопрос, так сказать, заинтересовал до такой степени, что мы решили, я говорил мы, потому что уже не я один так сказать, взаимодействовал с этим агрегатом, а уже, так сказать, подобралась команда единомышленников, ну, которая там оказывала совершенно необходимую помощь, всякую, я о ней сейчас просто говорить не буду. И вот мы решили выехать на склоны, выехать на Кавказ и произвести испытания вот этого агрегата. Ну и так вот сейчас мы находимся в такой промежуточной стадии испытания генератора на одной из высот. И вот это красивое, весьма красивые пейзажи, конечно, ну, можно сказать и так, что вдохновляют нас на проведение, вообще говоря, такой, ну, довольно сложной работы, связанной с этим испытанием. Потому что для того, чтобы определить его мощность, необходимо было изготовить специальное нагрузочное устройство. Ну, вот оно было сделано в виде маленьких таких ламп, галогеновых ламп капсульного типа. Ну, вот каждая такая маленькая лампочка вот имеет мощность 50 ватт. Ну, вот мы с помощью этих вот подобного устройства определяем его мощность. Ну, в итоге мы провели вот эти испытания. Итак, мы подготовили нагрузочное устройство. Оно было сделано специально для испытаний в горах. Легкое, состоит из платформы и лампочек. Сейчас мы будем с помощью клемм присоединять нагрузочное устройство к бензогенератору и по очереди включать лампочки. Друзья, небольшое отвлечение. Хотел сказать, что Альберт Саитович Исхаков является участником Академии инноваторов от Академии инноваций Москвы. В принципе, так же, как и я. Ну и, конечно, я хотел вам сказать о спонсоре этого выпуска. Это бренд кондиционеров IGC. Они выпускают бытовые кондиционеры, довольно большая линейка.
Промышленные кондиционеры, линейка еще больше, там ВРФ, чиллеры, фан-койлы, в общем, довольно большая линейка разных мощностей, вплоть даже там до каких-то небоскребов, огромных торговых центров и так далее. Вот здесь появляется QR-код, по нему можно зайти на сайт, посмотреть оборудование, подобрать себе что-то необходимое. Здесь где-то появится сейчас сайт igcaircon.com. В общем, переходите, а мы возвращаемся к выпуску дальше. К сожалению, раз нету Альберта Саитовича, придется вам отвечать. Какая линейка будет, я имею в виду, сколько моделей, какие-то, может быть, новые изобретения. Вообще у Альберта Саитовича идея разработать такого рода генератор возникла достаточно давно. И вот это на видео сейчас, это самая младшая модель в плане мощности и в плане габаритов. Схема с применением постоянных магнитов вместо переменных магнитов, вместо электромагнитов, будет применяться и в дальнейшем. Планируется сделать линейку генераторов до 3 киловатт мощности. И в самой старшей модели будет предусмотрена возможность подсоединить дополнительный модуль, который позволяет заниматься электросваркой. Сейчас самый легкий генератор, мы провели анализ рынка, самый легкий генератор, который предусматривает такую возможность, я имею в виду электросварку, весит около 21 килограмма. 21 килограмм. Да. Наша модель будет весить 14. Охренеть. Я правильно понимаю, что вы будете, ну точнее, что Геном, что геном, я правильно понимаю, что геном, его уже можно купить, заказать это, да? Да, вы абсолютно правы. Пока мы не располагаем значительными производственными мощностями, то есть все это собирается пока что кустарным методом, но при желании, да, мы уже сформировали себестоимость, мы уже сформировали, в общем-то, средний чек у нас примерно есть в расчетах. И да, если у вас есть желание, вы можете заказать себе вот такой вот генератор. Круто. Такой вопрос основной, ну то есть, ну я так понимаю, из-за того, что Альберт Саитович? Да, Саитович. Очень часто в горах бывает, и непосредственно для этого его разрабатывал. Какие еще? Ну, то есть я понял, что это очень круто в горах, потому что там, как мы уже знаем с вами, мало кислорода, но в каких местах, кроме там, наверное, еще каких-то экспедиций, еще можно брать с собой и использовать этот гаджет? Где еще? Игорь, очень хороший вопрос, и на самом деле он терзал мой ум при разработке обоснования теоретического очень серьезно. Потому что устройство вообще многоцелевое. И сам Альберт Саитович формулирует его применение так. Везде, где нет электросети стационарной, которые вот у нас провода тянутся. Помимо экспедиций, у нас составлено 11 целевых сегментов, я сейчас некоторые перечислю. Это, во-первых, могут быть дальнобойщики, которые ездят в холодных районах, в отдаленных районах. И, например, мороз какой-то, чтобы основной двигатель не заводить, не сжечь солярку, вот можно такое поставить, зарядить там телефон или что-нибудь запитать. Это спасательные работы при каких-то промышленных чрезвычайных ситуациях, где, опять же, затруднен доступ к электричеству и нужен вот такой компактный генератор. Это и выездные бригады скорой помощи при необходимости, если нужно запитать какое-то такое оборудование. Это и организаторы, ну это уже, скажем, про вот эту маленькую модель, а если мы, держа в уме сейчас планируемое 3-киловаттный запас мощности, это и B2B сектор, это организаторы мероприятий на открытом воздухе. То есть, скажем, какие-то там... Ну я понял, какие-то open-air там и так далее. Да, именно. Где там молодежь тусуется. Да. Ну, на самом деле, большая сфера применения. У меня вопрос, вот, ну, если взять Powerbank, там, сколько там, 15 тысяч ампер-часов, массой он будет, я не знаю, меньше килограмма. И поставить, 4 Powerbank, в районе 4 килограмм пусть будет, и этот бензогенератор, то по эффективности что будет эффективней? Вы знаете, этот вопрос я сам задал Альберту Саитовичу, поскольку я был приглашен им в проект для помощи в развитии. Это один из первых вопросов, которые я задал, потому что для меня тоже, в общем-то, надо это понимать. Я процитирую его. Он говорит, что эффективность энергетическая 1 литра бензина и 1 килограмма пауэрбанка, аккумулятора, несопоставима. То есть бензин это намного более энергоэффективная субстанция. И также надо понимать, что могут быть сценарии использования,
где применение пауэрбанков, например, не так удобно. Ну, мы говорили, это наши костные конкуренты. Пауэрбанки, солнечные панели. Я еще, с вашего позволения, приведу пример вот конкретного мероприятия, где такие генераторы могут быть использованы. Оно проводится в районе гор, но оно не альпинистское, это забег. Происходит он обычно в августе, его организуют забег вокруг Эльбруса, трейловый забег на 108 километров бегом. Да, люди таким занимаются. Вот. И стоят чекпоинты вокруг самой горы, чтобы спортсмены могли, во-первых, там им поставили печать, что они прошли этот чекпоинт, ну и при необходимости какая-то медицинская помощь. Вот такое устройство там будет применимо значительно лучше, чем Powerbank. Ну да, в принципе, согласен. Но опять же, если взять в расчеты, что он может, если больший был бы бензогенератор, где-то его держать там в своем маленьком каком-то удаленном от цивилизации домике, и каждый раз его не таскать, а в какой-то момент приехать туда там на охоту или на рыбалку и с собой привезти просто небольшую канистру бензина, чем, и я так понимаю, это гораздо эффективнее будет, Да. чем нежели тащить с собой там пауэрбанк, солнечные панели и там портативные вентиляторы эти. Ветряные мельницы. Ветряные мельницы портативные, Ну это да. да, это совсем зашквар будет. Да. Не, очень круто, конечно. Я, честно, удивлен, что можно решить вопрос 4 килограммами. Решить энергетический вопрос, где бы вы сейчас не были, 4 килограммами. И повторюсь, ссылочку на сайт, ребят, мы обязательно оставим под видео. И, друзья, как я говорил ранее, Альберт Саитович сейчас в горах, он не смог здесь принять с нами участие в выпуске. И, ну, классно, что видео привет такой записали. Вот. И, повторюсь, он является резидентом Московского инновационного кластера, так же, как и я, и, значит, больше будет изобретателей, ребят. В общем, такой небольшой выпуск. Спасибо вам за просмотр, ребят. Пока-пока.